Времени суток, братцы, возобновляем наши рубрики, трудовые будни. У нас есть телеграм-канал, подпишитесь, там последние новости, они уже там давно идут, кстати. Так, тут у Ваньки небольшой колымчик, восстанавливают они кран. Совсем такой небольшой. Совсем небольшой, да. Вы сами видите, что проект такой. Только, да, она ближе к зиме, когда, да, Серый, всегда начинаются такие проекты. Ну, конечно, она зиму, летом, блин, хотя бы в середине. Ну да. Так вот, тут была рама треснута. Иваныч отпилил. Тут рама была. Распустил, получились уголки. И вот сейчас сюда они будут, вот вовнутрь уголок, снаружи уголки. И все это на клепки, на большие. Там есть самодельный заклепальник. Я надеюсь, я это покажу. Покажу, как это все будет восстанавливаться и укрепляться. Иваныч сейчас Влад подошел, сказал: ты что-то много краски. Не туда пошел уже. Сильно будет тяжелая рама. Вот. Я-то думал, будут варить вдоль рамы, накладки эти варить нельзя, надо только на клепки садить. А также нам порезали опять колесо. Серега, если смотришь, привет, большое спасибо тебе. Переднее колесо пришло в негодность у нас, вот буду менять. Отвезли донор, Серега порезал, так что будем устанавливать. Ты не хочешь, да, Серега, эти использовать, нововведения, такие как этот гайковер? Так лучше, да, по стариночке? Это так же примерно, как ты ножи об газету точишь. Крутили же, что гайковертом просто быстро это сделаешь, а зачем? Куда торопиться, правильно? Ну, конечно, ебать. Тут что-нибудь еще придумает. Так крути, да крути потихоньку. Ну да, как и газету, я же говорю, точить ножи. А он и наточил, нихуя он говорит. Покажусь, что-нибудь возьмет и пластмассу подъебашит. Сергей Саныча научил какой-то старый охотник. Прям очень старый. Ты, говорит, ножи точи, подводи этим, об газету. Я у него спросил, это надо вдоль текста или против, как лучше? Где шрифт? Где лучше точится? Спасибо, хорошо. Серега, чуть-чуть поменьше стоит, 370 одна. Что? Чашка? Одна чашка. А ты нихуя залупил, что ты. Так, у нас тут Руська под канал, лапу разобрал свою, блядь. Блин. У Руси все очень тяжело тут разбирается. Все надо греть бензорезами, грелками всякими. Тогда поддается откручиванию. Тоже вон тот кран собирает. И Вадя тут отверстие прогоняет. Что как Вадя? Райбером. Позвонили, спросили, сколько вот эти чашки стоят. Поехали за Райбером. Тут немного разбило. Хотел поменять их полностью. Узнал цену, решил, короче, немножко обмануть судьбу. Сейчас рассверлит и втулку больше диаметром поставит. Но, а вот это что такое, Сев? Тут никогда ничего не шприцевалось, хотя есть тавотница и все. Вот в таком виде пришел кран.
после он будет новым абсолютно. Весь ему видно. А вот там, помнишь, ошметки доставали? Смотри, краска не брызнет. Перегнал я нашу старушку на гараж. Надо поменять покрышку вот эту. Вот в таком состоянии мы приехали с леса. Вот кордовая латка. Ну, доехала. Я посмотрел много видео в ютубе, как вулканизируют. Можно это так в теории восстановить. Но сложно будет. У нас вулканизатора такого нету. Как-то там что-то колхозить. Не знаю. Головку такую приобрел. Мясорубку там купил. Попробую ей. Так, еще у нас сегодня очень знаковое событие, яркое. Сейчас скоро я это покажу. Вот оно у нас. Ну чё, Саныч? Это хали-гали. А? Ну как первые метры, а? Красавца этого. Рулевая, руль только вот так. Ну да. Иваныч, ну чё, по кайфу? Да. Вас там и не видно, слышь, я сейчас на эту сторону перейду. Опа! Братцы, смотрите, какого коня железного Влад приобрел. Это вот такое знаковое событие у нас. Просто лютый красавец. Вадя, ну чё, поздравляю тебя, братан. Спасибо. Ты сам-то не прокатился еще? Нет, еще не Боишься? Не заявил. Боишься? Так, друзья, мы долго выбирали модель. Наверное, дней 10 я проштудировал там все форумы, обзоры, отзывы владельцев. И пришли вот именно вот к этому производителю. Это квадроцикл Азимут. Прекрасное соотношение цены и качества. В базовой комплектации очень много находится доп. Опций, которые у остальных производителей идут как доп. Опции. За них нужно доплачивать. Здесь это уже все находится в базовой модели. Это у нас максимальная комплектация, которая минимальная комплектация, там тоже идут подогрев сидений, блокируемый задний мост, ветровое стекло, там, а у остальных, ну и по качеству изготовления мы ездили, получается, и в ближайшие населенные пункты. Ребята там, которые владеют ими, они очень хорошо отзываются, уже там 2-3 года эксплуатируют. По изготовлению никаких вообще нареканий. Металл, резко металла, там, блин, сварные швы, все это прям проштудировали, произучали, пролазили, проползали там под ними, можно сказать. Так что соотношение цены и качества, еще раз повторюсь, на высочайшем уровне. Вот, ну и фирма как бы все по договору, как мы заключили договор и день в день исполнили. Без всяких задержек, проволочек, там, как это бывает, знаете, вот что-то нам не поступило, что-то не пришло. Ребята сразу сказали, склады завалены запчастями, все, мы только собираем. Блин, ну лютый аппарат, конечно, лютейший. Тут у нас двигатель 1.8, мосты Spicer, передний, задний мост с блокировками. Так, что у нас еще? Ну, держатель под бур. Под бур. Так, 2 канистры. Кстати, можете обратиться, я дам вам координаты, где можно взять. И кто от нашего канала будет обращаться к данному производителю за этой техникой, будут дополнительные опции установлены. И, ну, и можете там к нам, если там какие-то вопросы возникнут, ну, скорее всего, их никаких не возникнет. Ну, я имею в виду, что там затягиваются сроки изготовления, тоже обратиться, мы будем гарантами, что все будет хорошо, собственно. Так, ну вот, колеса Росава высотой 1300. Но это максимальная комплектация, повторюсь, приобреталась за 1 450 000.
сейчас с ростом курса доллара цена возросла. Ну, как и у других производителей. Так, сейчас пацаны все исследуют, облазят. Особенно Иванычу очень интересна эта техника. Мы в любом случае будем такой или приобретать, или собирать. Посмотрим. Пока сейчас все изучим прям по каждому сантиметрику. И вот это вот грязь нам. Откуда, блядь, взялась? Не, ну они же на обкатке были все. То есть их когда делают, у них там свой полигон, они обкатывают. Грязь само собой какая-то небольшая там будет. Ну, внизу, да? Нет, она пальцем стирает. То, что она вековая. Вот. Нет, вылез. Его вылез и Ванька говорит, пока ехали, пацаны со школы там шли, как раз уроки закончились, там все такие. И вот знаете, как многие у нас говорят, не матерись в своих роликах, потому что это дети слышат, дети, когда этого квадрика увидели, такими красивыми словами его охарактеризовали. Нифига себе! Вот это танк! Так, все залезли, пытаются понять, где тут что включается. Люстра, поворотники, фары. Вот это что? Вот аварийка Мантулева. Как правый поворот. Короче, люстра не работает. Да не, она работает, просто не можем найти пока. И лебедку нужно обязательно отключить с разъема. А то Николай уже 2 лебедки так спалил. Кто-то нажимал из его гостей. Да сейчас я наберу, скажут пацаны, как включается. Я не думаю, что там что-то сложное. вот этим вот, да, что? Сергей Александрович с этой бельевой веревкой взял. Надо на место поехать. Мы уже должны быть для полкота. Год, блядь. 11 месяц. А какой первый месяц? Пошел.
А он ништяк, самотор. Если на телефон денег туда закинуть? 500 рублей тебе перевели. Ну я понял. Макс, наш зритель, передай ему привет. Максим, привет. И мне тоже можно, блядь, денег. Мне Дерсу еще пятихатку на сигареты перевел. Масло недавно был внедрен. Сейчас так и будете лет 10 ездить. С ободранной панели. Саныч, ты расскажи нашей братве дорогой, мы что сюда приехали? А? Приехали тартануть. Торцану. Лёх, ну какие, говори. Ну вот эту пожирнее, ну блядь, сейчас цепью угандошишь. Да, она уже подготовлена. Ну вот эту вот она и лежит, ничего. А он там мерил, ходил с рулеткой. Короче, у нас тут китайцы грузятся, у нас нам надо сейчас три чурки. Это. 2-3 чурки нам надо сейчас будет отпилить, пока китайцы тут на обеде. Я думаю, ничего страшного, если мы возьмем нашего леса, да? Дальневосточного, серый. Да, конечно, нет, нахера себе дела. Мы должны были сок березовый с них брать в этом году. Не взяли. Сейчас только сосины осталось. От сосины сейчас осталось. 50? Так рулетка у тебя. Ну ладно, мы тут по Шурику. Пока китайцы не заругались. Да какие китайцы нахуй их тут? Ну, я думаю, мы переживем эту ругань. Разрешение не дает. А? Спросить не у кого, Влад пошел спросить не у кого. Заводит? А вечером можно мясо пожарить. Так надо еще пилить тогда. Да эти хватит. Да что-то она не пилит цепи туда. Ты там их все надрачивал, эти цепи. и Не, всё. эти уже старые налет давнишко. Ну что, валим? Леня, коврики снял какие Где? чистые. нахуй. Ванька
значит, поставил накладку одну, сверлит отверстие, загоняет болты, стягивает это все. Значит, дальнейший как будет ход действий происходить? Болтами это все стягивается, притягивается. Затем один болт выкручивается, вставляется заклепка, и так по очереди все заклепывается. Нижняя часть также. И под внутрение, ну, тоже будет накладка здесь стоять. То есть рама будет усилена очень сильно. Помимо того, что Иван все проварил, зашлифовал, и вот еще вот так укрепляют раму. Так что она будет еще мощнее, еще сильнее, чем была с завода. Кстати, я вот недавно узнал, Влад сказал, что номер рамы, вот это К, это означает, что это именно рама для крана, как бы идет, она двойная здесь. Она и была двойная вот здесь. Уже это все спилили, срезали. Где ты опять откопал? Ну где можно откопать? Только там. С 0,22 до 0,43. Во. Это не это. Не резьбу мерить. Один. Такой резьбы нету, блядь. Бля, что-то я забыл, что мерить. Так, мужики, что это такое? Не знал, еще и забыл. Саныч что-то на умнике ходит, какие-то бумажки таскает. Саныч, что тут у тебя такое? Ты что-то без каркаде сегодня, слышишь? Трудовой договор номер 1. А, да? Это на тебя? Тебя наконец трудоустроили, что ли? Санычу сегодня Максим перевел пятихатку. Я думал, он ее куда-то потратит на каркаде. Нет, на телефон закинул. Как раз у него там был минус такой. Макс, спасибо. Так, у нас вечер. Рабочий день у всех закончен, кроме него. Он сегодня в обед говорит, что сидим, я не могу стоять без работы. И вот весь день он пашет. Весь день. Так, ну а у нас сегодня на повестке дня нужно обмыть этого монстра. Никуда на нем не ездили, поставили на чурочки. Влад будет проверять все, протягивать все болты, все. Смотреть уровень жидкости везде, где только можно. Короче, все стоит у нас пока он на приколе. Вот. Конечно, внушительных он размеров. У меня рост 1,86 м. Ну вот он. Если по рулю, если по зеркалам, выше меня. Огромный, конечно, огромный. Прокатимся на нем в этом году. Иваныч уже сюда к столу подошел со своими железяками. Тут хочет погреметь. Саныч, что ты ищешь? Кого? Зарядку? Я тебе сейчас дам. О, смотрите, у нас компотик тут остыл. Ой, ё-моё. Ну, не вареный, заебался. Блин, китайская свинья. Ну да, все говорим китайское, плохое. Что-то они все-таки делать умеют. Качественно, хорошо. Еще есть одно слово. Аебизи. Так, внедряет в японский грузовик Иваныч китайские запчасти. Нижняя, главное, у нас японская, а верхняя китайская. Ну, никто ж не сомневается, что ты ее как-нибудь туда, как говорит Сергей Саныч, всупонишь. Как? Вот как. О, как ты залез. Ну, видишь как. Вот.
И чего, они же должны вместе быть, а это сюда. Это нижняя, это так. Не будет нижней. Короче, Влад сказал, главное, чтобы кардан у нас там не цеплял. Здесь вот так будет, а мы снизу будем что-то другое там делать. В смысле, нижняя траверса ее не будет? Ну, почему будет только другая? Нет. А, ну. Ты, может, чай попьешь, Иван Иванович? Сейчас все закругляюсь. А мы только начинаем. Следующая у меня покупка будет кроссовки нахуй. Да ты в этих еще, сколько ты в них? Лет 10 ходишь? А? Ты сколько в них лет ходишь? Не, они были выходные, сейчас рабочие. Ну выходных нет. Поэтому можно сейчас ходить. Сука, вчера футболку оттуда задрочил уже все. Сейчас стоим, такие думаем, блин, может пока обмывать не начали, может колесо снять? А то начнем проверять проходимость, плавучесть и все остальные со всеми вытекающими. встречать. И рассвет, да, на сопке у нас. Тут сопка любви называется. Там рассвет обычно все алкоголики встречают. Ты за газетами? У тебя те же самые подшивки, да? Так, что мы порядок наводим сейчас, как во всех гаражах, знаете. Газеты убрали, свежие застелили, все чисто. Аргументы, блядь, и факты, нахуй, можно почитать. Там по фактам тут написано тоже есть. Ебать его. Некому. Друзья просили трудовые будни. Вот, пожалуйста. Такие у нас будни. Магазин продаются, но не ломают. Картошка жарится. Толченая. Сергей Саныч бегает что-то. Короче, сейчас мы будем обмывать Влада технику. С удовольствием причем. Печеночка тут откуда-то покупная, видать. Да покупная. Не, говорит. И перчик. Ну давай, бери его. Колеса крутились. Давай, не отваливались. тачечку. Да, за твою игрушечку. Мечтал. Пожалуйста, распишитесь. Годик, наверное, да? Ну да, давненько мы уже обмусоливали это все дело. Думали, дальше этого не пойдет разговоров. А тут видишь, все уже в соседнем боксе стоит. Хорош нахуй. А что, короче, ты думаешь, что я буду пьяный? Ты будешь синий, как изолента. нахуй. Черная. Или черный, или синий, хуй тебя знает. А это откуда взялось? Помнишь тоже за изоленту-то? Я где-то кожу смочил. Ну-ка, расскажи. Синий как изолента. Какая синяя? Синий как Да изолента. это хуйня уже 90-х годов, блин, про изоленту. Прости. Ну давайте. Че, ручка? Антона, Леху Антона же помнишь, Кучерявого? Не знаю, где Конечно, сейчас есть. блядь. Ну, на гаражке мы в одном классе учили. Его постоянно штырило боком ходить, когда болданет, боком. Куртка, Аляска. На плитку, блядь, газовую жопой. Раньше Аляски канали. Заебатые были, пиздец. Нахуй есть, я в ней лет 6-7 проходил. А у меня у Похуел. мамы есть, по-моему, новая еще где-то. Вот ты и осталась. застирайся. У меня тоже есть Хуй, черная, вот она была уже такая. тема, да? Надо кому-то вам Аляску? Это, ну нет, она никогда не Если она японская, а не китайская. Синего цвета. Да не. Да не, Серый, я не знаю, ты что-то пришел, схватил рюмку, никому не налил, блин. Ты аккуратнее. нахуй. Там же похуй, наливаем вот как есть. Пьем. Как? Так, ой, Леха. Не, что Серый, так будет, нельзя с этими рюмками. Леш, так ты чё? смотри, допиздишься, тебя в деле.
Ну давай, что ты делаешь? Да я Компот пьешь или что? не переживаю, да, компот. А где? О, тут и под канал еще. Жора, нахуй, блядь. А, это Андрюха, наверное. Купец. Поджару, что ли? Да, это Никита. А, нихуя, Здравствуйте. нихуя вы, товарищи строители. Нюхала дрова. Здравствуй, здравствуй. Присаживайтесь к нашему шалашу. Че, куда забрался? Да вон за стенкой дрова. Иди, за стенкой вот туда. Бульку. Пускай шагает. Ёбаный. Вот Мадагаскар. Но это они зажигал. это не признают. Ну и дальше. Вот так. Дальше пошли, подожди, может где мы? Мы пошли. Потом, ну тут глобус ебучий, он круглый, блядь, ебаный. Ну если по карте смотреть, Африка. И здесь Европа пошла. Ну это Аравия, безобразие это. И этот Атлантический океан здесь текет. Ну это Это побережье Мадагаскар. получается. Вот, это Африка, вот она, нахуй, блядь. А вот здесь европейская территория, ну, европеидная это, не как ее звать, ну, территория, блядь, ебучая. Африка это и Африка, Европа, да, допустим, взять. Ну, Евразия. Евразия, хуй. Понятно. Там дальше. Ну вот, Ну, а ебать, все, я потом понял. мы идем, а потом за нами А идет, у нас там кулик мы идем, мы по ебать. кругу ебашим. Нахуй мы кому-то нужны. Я просто сейчас представил Саныча в какой-нибудь там, ну, в маленькую деревушку устроить учителем географии. А, не, вообще можно, Леша. Учитель географии заходит. Дети, садитесь. Ну все, слушайте. Так, Нет, ты прикинь, в эту службу занятости пойдешь, у тебя спросят, что вы знаете. И ты скажешь, я глобус знаю, у меня в туалете висит. он висит у меня книжка, я ее уже заебался читать. Ну, я уже мораж. На один хуй, я один хуй не беру. Че? Иди вино открывай, блядь, свое уже. Нет, там все рано. Новый год еще далеко, Так да? не было масло пиво, подходить да, сейчас. не пиво, да? Тогда давай пиво. Друзья, добрейшего времени суток. Я снова на объекте, где Иван колымет. Так, вот такой объем работы он пока сделал. Сейчас пока стягивает на болты. Я не помню, говорил, нет. Потом болт выкручивается, вставляется. Да, вроде говорил. Вставляется клепка и так по порядку. И снутри тоже, вот смотрите. Очень сильно усилена рама получается. Вот. Сейчас Ванька поехал с Ладом за болтами. Болты закончились в магазин. Ну, а мы тут с Сергеем Санычем пока. Серега там что-то железячки какие-то с металлолома привез, выгружает. То, что не нужно, это черный металл. Все. А то, что может пригодиться, оставляют мужики. Ну, это вполне логично. Бирки есть? Ну, вот такие. Латунь. Что-то пригодятся потом. Что-то точить, какие-нибудь вкладыши. Вкладыши, но зачем их выбрасывать? Ну вот люди выбросили. Так, а у нас приехал Артем. Это Ивана сосед. По электрике соображает пацанчик. Сейчас поможет нам разобраться с поворотниками наконец. На 66-й. Так, и вот еще сдали два зарядных устройства в металлолом. Серега не стал их выкидывать. Ну, с них и весу-то никакого. Попробуем их отремонтировать. Может быть, там какой-то из них получится восстановить. Ну, 50 ампер это, я считаю. Ну, вот этот китайский вообще там они написали. 150. Ну, где у китайца 150, у нас 50, наверное. Может быть, какой-то получится в строй поставить опять. Че? Дворник, вот он. Тёмыч собрал дома схему такую, подключил, все работает. Осталось ее перенести в 66-ю. Аварийка, поворотники, реле поворотов. Вот, переделаем нашу, которая не работает и не можем найти причину.
Вот у Тёмы. Тём, можно покажу твои акустические возможности? Артему было мало, в общем, это штатных динамиков. Установил немножко побольше. Вот. Сейчас, когда зовешь Артем мне скажет, что? Кто? Где? Ну, очень сильная музыка в машине. Очень. Так, тут самое сложное у Ивана на данный момент были вот эти отверстия засверлить. Но Ванька выкрутился, проявил смекалку, как всегда его незаурядный ум, и использовал подручный материал. Я в телеграм-канале уже выкладывал, каким образом он сверлил вот эти отверстия. Ну, есть какой вариант? Лежать на земле и тужиться, тут жил рвать и пытаться просверлить две рамы, получается. Вот этот уголок, это тоже рама. Даже три. Основная, вот это, и два уголка. Но это очень тяжело. Иваныч использовал у нас домкрат. Он сверло, во-первых, удлинил, наварил к нему болт при помощи уголка. Он в обычный уголок положил сверло, болт, приварил, отцентровал все по возможности, там как можно было. Вот. И при помощи домкрата он... Ну, а я лучше, наверное, видео вставлю. Видеофрагмент. Может быть, кому-то пригодится. Иваныча разработка. А руками ты заебешься вот так? Ну да. Мы так сверлили одно время, такого не было аппарата. Иваныч тут замутил. Как обычно, инженерная мысль его работает. Давит, он держит, и все, и ништяк. Влад, тебе не тяжело, ничего? Да ну нахуй, дави. Он может надавить так, что он заглохнет. Все, надо затягивать сверло. Он же еще, смотри, сверло на это приварил, там удлинил. Да, конечно, ему же надо две. А как он его центровал, ты не видел? Ванька уголок берет. В уголок положил? Я варил еще. В уголке ровно будет лежать. Ну. Что-то. Короче, ты смотрел, да, за всем Да, эту процессом? хуйню я уже давно знаю. Леха, ты что? Мы знаем, что существуют сверлильные станки такие с электромагнитом. Его устанавливаешь на платформу, включаешь электромагнит, оно магнитится, станок этот сверлильный, и им сверлишь. Но он очень дорогой, Влад как бы планирует к покупке такой. Но пока свободных денег нет. Все деньги ушли вот на монстра на это. Еще куча долгов. Все, вот он наш Кулибин возвращается. Купили болты. Сергей Саныч опять стирает перчатки. У нас безотходное производство. В каком-то моющем средстве автомобильном стирает перчатки. Он там вывешивает их, они сохнут на веревке. И потом он очень сильно ругается, когда берут перчатки без разрешения, потому что сначала это перчатки с магазина, а потом стиранные, это уже все. Перчатки становятся Сергея Саныча. И только под роспись выдает. Так, мы в столярке. Свалил я с гаража. Там пока Артем ковыряется с проводкой, мне особо там делать нечего. Нам надо тут ящик сделать. Андрюха вон дверь делает, заказ. А ящик нам заказал наш друг Саня. Ну, вчера уже сделали. Сейчас надо его покрыть чем-то и выжечь. Пришел нам очень интересный прибор один, выжигатель, чиповый выжигатель. При его помощи будем выжигать различные картины. Можно портреты, да все что угодно. Друзья, хотел показать вам наше новое приобретение с Андреем. Станок выжигательный. Ну, вроде он называется ЧПУ выжигатель. Пиропринтер
10 версия X. Вот при помощи него мы немножко расширим наш, как сказать, ну, наши возможности. Будем выжигать вот такие вот картины. Это вот пробный вариант. Сейчас, кстати, вот он и делается. Это нам, нашему другу, надо ящик сделать. И на крышке будет вот такая картина. Возможно, выжигание портретов различных. Я вот сейчас вставлю, какие возможности выжигания на данном аппарате. Приходит он вот в такой фанерной коробке. И эта же коробка, она является, получается, основанием для, ну, рабочая зона. Тут все на ЧПУ станке сделано, уже все по размерам. Вам остается просто собрать как конструктор. У нас с Андреем заняло это буквально, ну, минут 30-40 от силы. Подробная инструкция, видео идет. Ну и ребята, консультанты 24/7, всегда готовы помочь. Если что-то непонятно, неясно, всегда помогут, скажут, где какие ошибки. Дальше от вас уже только ваша фантазия, какие-то картины, портреты можно делать, допустим, с фотографий. Нужно обработать в фотошопе. Вот у нас вот здесь возникли небольшие сложности. Ну, это на начальном этапе, наверное, у всех так. Ну, в принципе, все доходчиво. Я думаю, это для какого-то хобби, для пополнения семейного бюджета подойдет многим. Работа не пыльная. Если мы раньше постоянно там смолой заливали все, вы знаете, наши доски, там всякие изделия столярные, то сейчас можно вот разнообразить. То есть станок работает сам, после завершения он останавливается, и все в режиме ожидания. Вы подходите, готовую работу забираете, все покрываете там маслом или чем-то еще. Мы будем в дальнейшем использовать при нанесении рисунков на наши разделочные доски, которые многие из вас уже у нас заказывали, с различными вариантами рисунок, текстов, там чего угодно. Вот. Еще раз говорю, какие-то проблемы, ребята вот прям сразу отвечают, помогают, терпеливо относятся к нашим там непониманиям, какие у нас могут возникнуть, потому что это, ну, техника новая, нами еще не исследована. Ну, ничего сложного, то есть мы вот, грубо говоря, и прошлую картину мы запустили и пошли заниматься там своими делами. Вот. А прибор сам работает. Итак, готово. 2 часа 20 минут. И вот такая красота. Можно было на все растянуть, но это надо было с утра это все начинать. Так, ну мы воспользовались советами от производителя. Пошли по всем этим рекомендациям. И вот, собственно, получился такой у нас портрет, картина. Здесь же мы даже не шлифовали фанеру, не покрывали никаким раствором мыльным. Ну, получилось тоже довольно симпатично, но, конечно, здесь не сравнить, наверное, два этих варианта. Все, сейчас мы делаем крышку, и я еду, отдаю. Завтра ребята едут в Хабаровск, а оттуда на вертолетах уже полетят в тур, повезут клиентов на рыбалку с нашим ящиком вот с таким. Ни хвоста вам, ни чешуи, собственно. Вот она, газовая плитка. Ну-ка, братан. Такая вот они берут в тур с собой. Сейчас сделаем, чтобы она закрывалась. Покроем еще раз олифой. Она на этом, как она, на основе льняного масла какая-то, первый раз такую увидел. На основе льняного масла. Так, все у нас готово. И вот такая работа у нас получилась. Шлеп. И тут фиксатор такой. Опа.
Опа. И все. Блин, я очень рад вот этим приобретением нашим с Андрюхой. Сейчас будем что-нибудь мутить. Я оставлю ссылку, где мы приобретали. Может быть, кому-то из вас пригодится. Осталось еще картины, да, всякие такие. Ну, портреты там. Что-нибудь придумаем. Ну, блин, уматно получилось, красиво. А у нас сегодня пятница. Андрюха идет смотреть сериал, я домой кушать, все. На этом рабочий день наш закончен. 15 минут 10-го. Доброго времени суток, братцы. Ну что, смотрите, у меня все работает сейчас. Вольтметр Тёмыч сюда поставил мне. Люстра работает, вот она. Все подсоединил, все как нужно. Все на кнопочке. Свет вот он весь. На гитаре вот он. Не здесь тумблера, как он раньше у нас включался. А вот он тут у нас ближний, дальний. Все как положено. Поворотники, аварийка. Надо зажигание. Ну да, сейчас скажете, что аварийка должна без включенного зажигания. Но вот у нас вот так. Тёмыч, огромное тебе спасибо от нас. Пришлось ему тут поработать. Так и не нашел провод, который у нас шел с передних поворотников. Куда-то он испарился. Тянул по новой провода сзади, с задних поворотников. Потом сюда новую схему собрал. Тём, спасибо большое еще раз. Тут сопли убрал все. Блин, аж непривычно. Вольтметр показывает. Ну, что-то он мало у нас показывает. Скорее всего, надо будет что-то с генератором, диодный мост менять опять или что. Витя как-то нам диодный мост этот ставил. Думал, месяц поездю. Уже года 4, наверное, ездю на этом китайском диодном мосту. Ну все, завтра мы в лес. Купил продукты, корма. Все закупил. Еще завтра будем закупаться. Пчел надо закармливать. Пару мешков повезу пчелам. Сахара пару мешков. Все отлично. Я рад. Все, габариты горят, фары, все отлично. Вот этот кабелек хороший. Видно по нему, хороший, путевый будет. Если не сожрут китайцы. Так, Иваныч тут вот на этом моменте остановился. Все засверлил, болтами стянул. Дальше клепать. Все, я уже, как говорил, выкручивает один болт. Вставляет клепку, заклепывает и так по очереди. Где-то Ванька еще сделал этот ящик. Какой-то едет водитель, дальнобойщик. Вот попросил Ивана сделать ящик. Колым тоже у Иваныча был. Все, ящик сделал. На шарнирах закрывается. Все. Все, хороший ящик. Дождь был, куча воды. Влад хочет мост задний выкатить, чтобы Ваньке не мешал потом. Забыл сказать, Ивану пришли мосты новые. Ну как новые? Ну они с хранения вон где. Надо такой выход. Запечатано все. Под дождем где-то лежали. Это с ГАЗ-63. Придаточное число Иваныч такое искал. Понижение там такое хорошее, чтобы двигателю хватало. Многие там, дядь Саня, по-моему, писал нам, что вторую раздатку надо ставить. Но Иваныч по-другому ситуация начал выкручиваться. С другим. Хотел сначала от трактора, от Т-40. Ну, очень дорогие мосты. Что-то там за 100 тысяч мосты эти стоят. Ну, с этими портальные эти, как они, редуктора эти, бортовые эти. Да, я пускаю. Вот.
А тут такое же придаточное число, как на Т-40. Вот. Короче, вот он будет их ставить на грузовик, потому что уже вариантов других нету. Вот. Ну чуть-чуть, блядь, подними тогда это. Нет, ты идешь крути, а он не крутит. У тебя в этом, он меня уперлось. Да у тебя вон в клепку уперлось. Вот сейчас, крути. Все, главное от этого руководителя работы хорошего. Ебать, это все на цеплях. Все, организатор работ хороший. Ладно, надо 200-литровку сюда, блядь, ебать, все будет заебал. А? Так, еще изменения у нас в гаражах. Тут смотрите какие. Покрыли полы, растворяли, получается, пенопласт в ацетоне и замешивали с бензином. А потом краску еще туда бухнули. И вот покрыли вот этим, не знаю даже как назвать, раствором этим. Но он такой какой-то, это, ну, скользкий получается. И вот воды не боится. В общем, блин, из-за экономии, что ли, вот так сделали. И все хорошо. Но это пыль, потому что бетонные полы, постоянно пыль тут столбом, а это все не выметишь. А сейчас так. Ну и, соответственно, соседний бокс тоже. Перенесли чаепитие в соседний бокс. Здесь более комфортно, чем на улице.